Привет, друзья! С вами Лада, и в этом видео я покажу подробнейший мастер-класс по плетению этой чудесной подставки органайзера для телефона. Если вам эта тема интересна, то я приглашаю вас к просмотру, и это очень подробный мастер-класс по плетению. Здесь я старалась осветить очень многие нюансы в плетении данного вида изделия. Для удобства в описании под видео я оставляю план видео по минутам, где вы можете перейти на тот временной отрезок видео, который вам нужен и полезен. А также в описании я оставляю много нужной информации и о трубочках, и о материалах для изготовления данного вида изделия, а также ссылки на интересные мастер-классы. Приятного просмотра! И начинаю я работу с некоторых подсчетов. Мне нужно узнать, сколько трубочек закладывать в основание донышка, и в этот раз я хочу сделать так, чтобы не добавлять дополнительные стойки, а уже заложить то количество трубочек, которое мне необходимо в донышке. Для этого я использую такой способ. Я сантиметром измеряю периметр окружности моего будущего донышка. Приблизительно это 28 сантиметров. Это периметр окружности, не диаметр. 28 сантиметров я делю на то расстояние, которое у меня будет приблизительно между стойками. Это 1,5 сантиметра. Я его для себя определила как самое оптимальное. И 28 делю на 1,5, получаю 18. И это у меня количество стоек, которое мне нужно по периметру выложить. Вычитаю отсюда приблизительно 2 сантиметра, получаю 16. Почему приблизительно 2 сантиметра? Потому что у трубочек у нас есть необходимая ширина, да, у меня это 0,35. Но если грубо подсчитывать, то у нас получается не 2 сантиметра, там, да, а если, например, 18 умножить на 0,35, у нас получается около 4 сантиметров. Ну, я так округляю, 2 сантиметра, это по опыту, я уже плела вот по этой форме, мне 2 сантиметра очень хорошо вычитать отсюда. То есть получается 16 стоечек у меня впоследствии будут при оплетании вот этой вот формы. И сейчас буду выкладывать в соответствии с теми подсчетами, которые я сделала. То есть если у нас 16 стоечек, то у нас будет 4 трубочки, здесь 4, 4 и 4. То есть получается, я могу выложить донышко следующим образом. 4, 4. Вот так вот шахматкой. 1, 2 и 3. Вот таким образом я выкладываю мое будущее донышко. И у нас получается впоследствии 16 стоечек. То есть 4, 4, 4 и 4. 16 стоечек получается. И сейчас я этот скелетик буду оплетать. Итак, первый ряд мы оплели по 4 трубочки. И следующий ряд я начинаю эти 4 разгруппировывать по 2. И оплетать уже по 2 трубочки. Не ориентируйтесь на мои подсчеты, у каждого все индивидуально, у каждого разные размеры формы, поэтому делайте подсчеты в соответствии с вашим плетением. Но можно использовать тот способ, который я показала. Наверное, есть еще и другие способы, но, честно, я как-то даже не видела ничего подобного. Здесь вы можете вообще ряда 2 оплести по 4 трубочки, а потом их разгруппировывать. Но это уже как вам удобно. Тут уже смотрите сами, обязательно смотрите на свое плетение, которое плетете. По ходу дела всегда прикладываю мою плетеную заготовочку к форме и смотрю, сколько рядов мне можно еще проплести, например, по 2
или нужно уже разгруппировывать по одной. Но здесь я бы уже по одной бы оплетала. Вообще ориентируюсь так. Как только у меня вот это расстояние становится хотя бы 2 сантиметра и более, то можно уже по одной оплетать. Донышко мое уже готово. Здесь я по одной трубочке оплела 4 ряда. В общей сложности получилось 8 рядов. Сейчас я прикладываю мое донышко к форме, к дну формы, вот таким вот образом. То есть у меня получается лицевая сторона будет наверху, а внутри у меня будет изнаночная сторона. И я сейчас, не меняя рабочие трубочки, буду продолжать плести, оплетать уже непосредственно форму. Здесь у меня стоечки вот так вот будут поставлены вертикально, но пока вниз, а потом я форму переверну. Сейчас буду плести вот таким вот образом. Чтобы у меня это все не двигалось, я помогу себе малярным скотчем зафиксировать мое плетеное донышко с формой. Малярный скотч потом хорошо убирается, потому что нам потом он в принципе будет не нужен, а сейчас на этом этапе он поможет нам для того, чтобы ничего это не двигалось. И таким вот образом я продолжаю плести уже непосредственно сверху вниз. Котик тут у меня рядом мурлыкает. Всегда, когда я чем-то занята, он постоянно рядом, поддерживает меня мурлыканьем. Но, наверное, очень сильно слышно. Вот так вот мы и работаем. Здесь наращиваем рабочие трубочки. И продолжаем проплетать этот ряд. А потом уже, скорее всего... Нет, наверное, сейчас я форму еще не переверну. Еще рядок проплету по форме, вот сверху вниз. А потом уже буду переворачивать форму и плести снизу вверх. Как-то так. Здесь не делаю никаких переходов. Вот у меня был переход от дна к стеночке. Я не делаю никаких переходов. Плету вот так по спиральке. В принципе, вот эту подставочку очень легко и начинающие тоже могут сплести. Так что тут нету никаких таких сложных техник, каких-то приемов. Мы плетем веревочкой в 2 трубочки без переходов. Это мужской у нас вариант подставочки, поэтому здесь у нас все четко, без лишних слов, каких-то узоров. У мужчин все просто, все четко, поэтому мы это все переносим и на подставку нашу. Стараемся, чтобы стоечки у нас все-таки
были прямые, потому что с этого ракурса сложно за ними следить, но мы за этим будем стараться. Вот у нас уже третий ряд пошел. Там, где вы, например, не можете потеряться, да, и не можете считать, сколько рядов, просто пометьте начальную стоечку, от которой пошел ряд, и это вам поможет. Но здесь я вот так вот визуально даже определяю, так что я пока не помечаю эту стоечку. Все, я думаю, что теперь мы можем вот так вот переворачивать. Вот что у нас получается. Это все подтянется у нас впоследствии. А здесь мы переворачиваем, сюда какой-нибудь грузик и плетем дальше. Кстати, на этом этапе я решила нарастить стоечки. Делаю я это следующим образом. Я обрезаю наискосок уже имеющиеся стоечки и вставляю их в новые трубочки. В новые трубочки я капаю туда клея ПВА внутрь и вот таким образом вставляю. Трубочки у меня короткие, где-то 29 сантиметров. Ну и на камеру мне удобнее плести, конечно, такими коротенькими трубочками. И впоследствии на камеру я их уже наращиваю. Если я плету не на камеру, то я изначально в основании трубочек закладываю длинные. То есть я две вот этих коротких наращиваю, получается длинная трубочка. Ну а сейчас мы их тоже нарастим. Мне так просто удобнее, а вы можете это сделать и чуть попозже, например. Мой вариант плетения — это не правило. Я лишь показываю свой способ плетения, а там вы уже можете какие-то этапы менять, что-то убирать, что-то добавлять новое по вашему усмотрению. Вот так наращиваем все стоечки. Здесь обычно я как рабочие трубочки наращиваю, то есть я срезаю наискосок и вот таким образом складываю, да, вот этот кончик. А здесь я в принципе не складываю, у меня хорошо все наращивается и без таких манипуляций. Вот раз и все. Здесь главное, чтобы у вас трубочки были правильно накручены, то есть начало трубочки не было слишком узким и уже, чем конец трубочки. Я подробно об этом рассказывала и показывала. Вот в этом видео можете посмотреть эти все нюансы.
Сейчас что я делаю? Я сейчас проплету приблизительно 5-8 рядов вверх. Ну вот до этого момента тут, в принципе, я буду плести обычной веревочкой в 3 трубочки. Ничего тут такого сложного и необычного нет. Веревочка в 2 трубочки. И потом включусь, показываю предварительный результат, рассказываю, что дальше я буду делать. Я вынула форму, сейчас буду плести без нее, только утяжелители сюда положила. По высоте у меня получается где-то 8 сантиметров проплетено. Я думаю, что чуть побольше, чуть повыше будет этот мини-органайзер. И сейчас я буду плести без формы. Плету я без формы следующим образом, то есть я плету стоя и внимательно смотрю на положение моих рабочих трубочек относительно предыдущего ряда. Это на камеру, конечно, показать, наверное, сложно будет, но объясню, попробую объяснить. Вот он у меня следующий ряд, вот эта трубочка, которая за стоечкой. И когда я кладу рабочую трубочку за стоечкой в этом ряду, то я смотрю, чтобы она легла именно вот на предыдущий ряд. То есть, чтобы не было видно предыдущего ряда из-под этой трубочки, да. Вот, ну и слежу, конечно, за стоечками очень-очень внимательно. Таким образом я проплетаю без формы где-то сантиметра еще, может быть, 4. Сейчас посмотрю. Да, наверное, сантиметра 4, может быть, сантиметра 3. Но я опять же смотрю все по ситуации. Меряю с тем телефоном у мужа, который у него есть. Вот, и, в общем, в соответствии с этим я что-то такое плету. Так, ну вот здесь неудобно, стоечки камеру задевают, но, в общем, сейчас я тогда без камеры это все сделаю, то есть проплету хотя бы еще рядов 5, наверное, да, получается, или ряда 4, рядов 5 все-таки, скорее всего. Вот, и включусь, покажу, что у нас получается.
Хочу обратить внимание еще на то, как я плету без формы, дам такой совет от себя. Я не просто укладываю рабочие трубочки поверх предыдущего ряда, я еще и плету, когда правой рукой, я левой придерживаю само плетение. То есть, смотрите, я правой рукой оплетаю стоечку, укладываю ее, а левой рукой я немного придерживаю. То есть у меня указательный пальчик левой руки вообще между стоечками вот так укладывается, и я придерживаю вот эту стойку, которую я оплетаю. Так, укладываю. То есть это все делается одновременно. Еще я одновременно смотрю, чтобы рабочие трубочки укладывались именно на предыдущий ряд, трубочка к трубочке. Ну и если у меня стоечки куда-то туда гуляют, туда-сюда, то, конечно, стараюсь еще и выровнять их. Это сложновато, но, в принципе, мне вот сейчас даже легче без формы плести это изделие, потому что, ну, как-то мне вот так вот полегче. Я так попробовала баночку оплести, и мне показалось, что как-то мне лучше вынуть эту форму, плести без формы. Только вот утяжелители я кладу сюда, чтобы форма не двигалась и такая тяжеленькая была. Ну вот смотрите, да, проплетено без формы. Вот. То есть трубочка к трубочке. Здесь очень-очень-очень нужно быть аккуратными. Ну и все получится обязательно. Это практика, конечно. Это даже не то, чтобы практика. Это, наверное, внимательность. Да, когда вы плетете. Во-первых, не торопиться, быть более внимательными. Это лично мои советы, еще раз повторяю. Может быть, у других какие-то другие секретики, советы есть. Вот, но мои такие, то есть не торопиться, быть более внимательными, наблюдательными, как у вас что происходит. Не психовать, если что-то не получается. Ну, не получается, распустили ряд, ничего страшного в этом нет. Следить внимательно за ручками, как они у вас двигаются. То есть вот я в основном плету правой рукой, левой рукой прям придерживаю так указательным прямо между стоечками. Вот ряд у нас сплелся. Я уже проплела много рядов, и органайзер получился достаточно высокий. Сейчас буду делать примерку. Беру телефон и располагаю его так, как он будет приблизительно располагаться на подставке. Немного наискосок, вот таким вот образом. И смотрю, сколько рядов у меня до высоты телефона, вот до этого места нужно будет сплести, где-то 3 или 4 ряда. Сейчас я проплету еще один ряд и потом включусь, покажу, что я делаю следующим этапом. Я проплела еще один ряд, сейчас буду подготавливать место для подставочки. Для этого я смотрю, в каком приблизительно месте она будет у меня располагаться, ну приблизительно вот здесь вот. Беру телефон и смотрю, какой ширины нужно делать подставку. Приблизительно она будет у меня вот такой вот ширины, то есть вот от этой трубочки до этой. Такой ширины хватит для того, чтобы телефон спокойно ложился на нее, никуда не двигался, не падал. Я отмечаю это место булавочками, чтобы не потерять впоследствии. Так. Получается, что подставочку мы будем плести с вами от этого места до этого. Вот все 1, 2, 3, 4, 5 стоечек у нас будут идти на подставочку. Здесь я буду вставлять дополнительные стоечки, потому что вот эти у меня пойдут на загибку вот этого органайзера, а я уже буду подставлять дополнительные стоечки для плетения подставочки. И боковые и среднюю стоечку я сделаю с проволокой. Проволока у меня следующего типа. Это проволока для флористики в оплетке. Ширина, диаметр проволоки 0,95 мм. Она мне подходит, потому что у меня трубочки скручены на спицу 1 мм. Длина этой проволоки 40 сантиметров. Довольно-таки длинная, но в принципе кончики можно обрезать. Значит, я вот так вот вставляю, пока не обрезаю, вставляю вот таким вот образом проволоку
в трубочку. Вот у меня. Вот здесь вот не надо, чтобы не торчал конец проволоки. И сейчас я в боковые вот эти места, где у меня намечены начало, конец подставочки, я буду подставлять эту трубочку с проволокой. Для этого немного расширяю место. Вот здесь вот. Капаю ПВА. И вставляю эту проволоку. Вставляю трубочку с проволокой. Трубочку с проволокой. Вот. Вот таким вот образом. А здесь то же самое. Даже, возможно, вот как. Я выну лучше, а вставлю ее вот сюда вот внутрь. Видите, клей такой хороший, что он сразу прям схватывает намертво. Вот, то есть вот с этой стороны вставлю новую трубочку. Здесь также в трубочку проволоку вставляю. Можно использовать и не флористическую проволоку, а любую другую, диаметр которой подходит под ваши трубочки. То есть на какую спицу вы крутите трубочки, такую проволоку или леску вы покупаете. Итак, сюда вставляю с внутренней стороны. Вот таким вот образом. Излишки ПВА убираю. И посерединке вставлю. Это я делаю для того, чтобы наша подставочка была прочной. На самом деле я плела до этого такие подставки, но проволоку не использовала. И я скажу, что в принципе оно тоже очень хорошо держит. Единственное, что нужно очень хорошо грунтовать и лакировать вот эту нашу подставочку, чтобы это все держалось очень крепко. Так, ну вот засунула я проволоку в трубочку. На камеру говорить и делать очень сложно, поэтому сделала это без камеры. И получается, что я ее прямо почти параллельно вот этой вот стоечке просовываю. То есть стараюсь, чтобы стоечка за ней прошла. Но если не получается, то не получается. Ладно, это ничего страшного. Теперь смотрю внимательно, какой высоты у нас органайзер. И, в принципе, мне еще 2 ряда можно спокойно проплести уже вот с этими вставленными дополнительными стоечками. 2 ряда спокойно плету. Потом включаюсь, показываю, что я буду делать дальше. Здесь я плету также без формы. На самом деле мне оказалось проще плести без нее. Форма мне как-то в этом плане мешает процессу плетения. Слежу за и высотой стоечек, да, и за их вертикальностью. Нарастили трубочки, продолжаем дальше работу. Итак, 2 ряда. Еще нужно 2 ряда сплести, я это помню. А здесь еще вот такое вот замечание хочу сделать, наблюдение даже, да, как плету я без формы. Я плету без формы иногда. И стоечки я стараюсь не прямо держать, а немножечко на себя поворачивать. То есть вот таким вот образом. Немного на себя и фиксирую. Таким образом стоечка встает на место вертикально. Если я стоечку вертикально стараюсь держать, то есть прямо, она у меня обязательно вот туда вовнутрь уходит. Вообще, конечно, без формы, когда я плету стоя. Вот сидя это очень неудобно делать, а стоя очень даже видишь высоту твоих стеночек. Это самое главное, когда плетешь без формы. Последний ряд нам остался. Сейчас проплету, посмотрю вообще, достаточно ли такого количества рядов, такой высоты. Возможно, еще один ряд проплетем. Это опять же все всегда индивидуально. Я смотрю и на телефон, на его высоту.
делаю примерки и смотрю на вообще высоту всего вот органайзера, как чего у меня, да, вот. То есть, конечно, всегда все индивидуально. Вот, это второй ряд я уже доплела. Не знаю, сейчас вот наращивать, не наращивать, сейчас будем смотреть. Так, ну что, сейчас делаем вот как. Значит, проволока у нас здесь вот, да, мы отгибаем эту трубочку. Так, ну из-за камеры я немного вот так размещу. Здесь у нас проволока в этой трубочке, отгибаем ее. Такой каркас нашей подставки. И вот здесь вот тоже отгибаем нашу трубочку вместе с проволокой. Вот, каркас подставочки готов, посмотрите, все хорошо, мы потом его будем формировать. А сейчас я проплету еще один рядок, вот, а потом уже буду делать загибку. Так, нарастим здесь трубочки, нарастили, плетем дальше. Здесь в этих местах очень-очень аккуратненько нужно быть. Все то же самое, за прямотой стоечек мы следим. Главное, чтобы плетения у нас ряды были плотненькие такие. Да, смотрим на это очень внимательно. Последний ряд вот этот заканчиваем и делаем загибку. Я дошла до этого места, где у меня первая трубочка с проволокой выходит, и сейчас я буду убирать рабочие трубочки. На самом деле я не очень хочу здесь какую-либо вычурную загибку делать, потому что все-таки это какой-то такой вид мужского больше органайзера или подставки для телефона. Здесь ажурная загибка не подходит. Можно вообще было как сделать? То есть максимально обрезать, например, стоечки, максимально замаскировать пенечки, и это будет отличный вариант. Ну, мы сейчас будем смотреть, это что у нас получилось. Я вот так вот рабочие трубочки убираю. Убираю прямо в плетеные ряды через 2 ряда. Вывожу их наружу. Вот таким вот образом. Значит, чтобы у вас трубочки были податливые и послушные, можно воспользоваться моим методом увлажнения трубочек. Я показывала вот в этом видео. Здесь как раз они увлажнены именно так. Поэтому смотрите, какие они все послушненькие такие, податливые, хорошенькие. Вот, убрали рабочие трубочки. Друзья, в общем, я увлеклась и забыла одну вещь сделать. Я забыла подставить дополнительные стоечки для плетения подставки. Я смотрю, тут у меня всего 3 вот этих вот основных стоечки, в которых проволока. А как-то плести подставочку из 3 не очень хорошо. В общем, сейчас я буду подставлять дополнительные стоечки, дополнительные трубочки вот туда вот внутрь, к уже имеющимся, то есть это между вот этими трубочками, в которых проволока. Это лучше сделать на этапе, когда вы вставляете вот эти вот трубочки вместе с проволокой. Но так как я этот момент благополучно пропустила, то сейчас показываю вам его. Нету ничего страшного, можно, видите, дополнительно взять и после проплетенного вот этого ряда подставить трубочку дополнительную. В этом ничего страшного нет. Единственное, что, конечно, если вы боитесь, что у вас изделие как-то скривится, скосится, то, конечно, вот эти вот стоечки вам нужно заранее подготовить.
Вот, вставила я вот эти стоечки в плетение. Здесь вроде бы у меня все окей, ничего не сместилось. И мы с вами можем уже плести подставочку. Но перед этим делаем загибку. Я все-таки решила, какую загибку мы с вами сделаем. Это будет очень простая загибка, которую я люблю. Я не буду делать ни розгу, ничего. Простую загибочку сделаю. Итак, завожу трубочки одна за другую. Стоечки завожу одна за другой. Единственное, что здесь мы займем место. Я эту загибку очень много раз показывала. И в видео, и в трансляциях. Очень люблю эту загибочку. Итак, заводим стоечки одна за другую. Стараемся, чтобы они у нас были без заломов. То есть, когда вы заводите, вы эту стоечку совсем не трогаете. Вы лишь указываете ей направление, не заминаете ее ни в коем случае, ничего такого не делаете. Вот таким вот образом. Здесь немного неудобно с камерой, но будем действовать по ходу. Вот. Итак, стоечки одна за другую завели. Здесь у нас стоечка идет сюда, поэтому смотрите, что я делаю. Я в этом месте ее вот так вот сминаю, да, намечаю. И сейчас вот в это место ее просовываю. Очень-очень аккуратно, чтобы заломы были минимальны. Особенно вот здесь я стараюсь, чтобы не было заломов. Не, ну если, конечно, будут, ну что делать. Вот таким вот образом у нас все просунулось. Здесь я все очень так подправляю, подтягиваю. Теперь вообще такие загибочки можно разнообразить, можно менять положение стоек, и от этого будет очень интересно смотреться. Значит, есть несколько вариантов, я покажу самый-самый простой. Я считаю, что для такого органайзера подставки такой вариант достаточно. Беру стоечку, я немного их увлажнила, потому что они быстро-быстро высыхают, прям тут нужно, конечно, быть начеку. Беру стоечку, вот здесь вот я занимаю так вот место и вставляю ее, ну, предположительно, например, вот раз-два за вторую. Хотя, конечно, можно и за первую, но я вставляю за вторую. Значит, что я делаю? Я немножечко здесь сминаю, ну чуть-чуть. У меня трубочка более-менее такая плотненькая. Я ее на спицу 1 миллиметр кручу, поэтому они не так уж легко сминаются. И вот сюда вот я просовываю. Здесь немного места занимаю. А следующую я раз-два и вот туда вот я ее просовываю за вторую. Здесь очень важно, чтобы вот здесь вот было минимальное количество заломов. Как я это избегаю? Я когда трубочку подставляю сюда, во-первых, они должны быть хорошо увлажнены, а во-вторых, я залом делаю небольшой, только здесь, в этом месте, в котором она должна уйти. Но эта трубочка у нас тут как бы немножко больше пострадала. Это у нас последняя была трубочка, да, но тем не менее, вот. Далее, вот так вот. Значит, смотрите, я просто трубочку эту подкладываю вот таким вот образом, накладываю. Залом небольшой делаю в том месте, где она у меня должна уйти внутрь. Раз внутрь сделала, и все. И выпрямляю ее там. Вот таким вот образом такая загибочка получается. Сейчас сделаю все по кругу и включусь, покажу конец загибочки. И что у нас получается на этом этапе. Вот я подошла к началу моей загибочки. Здесь у меня 2 прутика осталось. Здесь мы место занимали. Значит, итак, у нас получается вот эта вот предпоследняя трубочка у нас уходит вот в это место. Откуда я эту трубочку достала? Вот сюда вот, прямо внутрь.
Ну, там можно потом подтянуть. Так, а вот эта трубочка у нас уходит, сейчас покажу в какое место, вот сюда вот. То есть это легко увидеть. Отсюда трубочка выходит у нас, отсюда, оттуда, оттуда, а вот из этого места ничего не выходит. Значит, сюда мы с вами заводим. И обратите внимание, я всегда смотрю на то, какой принцип вот эта загибка у меня имеет, вообще любая загибка, да. И я, например, вижу, вот эта трубочка у меня уходит сюда, то есть перед этой. И вот это вот у меня уйдет именно сюда, перед этой. Всегда внимательно смотрите на принцип самой загибки. Посмотрите, куда идут стоечки. И вы увидите, что они имеют свое начало и свой конец. Вот, в принципе, загибка готова. Я еще, знаете, что делаю? Вообще, когда делаю загибку, я немного смачиваю загибку. Вообще, иногда и водой с ПВА смачиваю, для того, чтобы сразу все это зафиксировалось. Но здесь вот вода только. И вот в мокром состоянии я немножечко подтяну то, что у меня получилось. Где-то вот это вот необходимо это сделать. Да, и вот смотрите, мы с вами обрезаем концы трубочек. И смотрите, как я это делаю. Чтобы пенечков не было особо видно, вообще можно вот эти вот трубочки завести под саму загибку, там вывести и так далее. Я не делаю так, я сразу обрезаю. Я обрезаю наискосок, то есть не вот так вот, а вот по тому, как идет она вот здесь трубочка. Вот, например, вот этот кончик я обрезаю именно вот так. Причем я его не вытягиваю. Просто вот как он лежит у меня, да, так я его и обрезаю. Не тороплюсь, да, обрезаю не торопясь. Так, здесь, если вот я вижу, то я немножечко подтягиваю то, что получается, да, укладываю, подтягиваю и уже вот это вот обрезаю. В общем, с загибочкой нужно быть очень-очень осторожными, аккуратными. И если вы все сделаете осторожно, осознанно, да, то у вас все выйдет красиво. Еще раз, лишний раз не надо вот эти вот трубочки, стоечки перед загибкой и во время загибки мять. Сделали виток, остановились, к следующей приступили, больше не трогаем. Ну и здесь, когда все это обрезаете, смотрите, чтобы у вас было все аккуратненько. Можно даже ПВА капнуть, а потом все это лаком будет фиксироваться, вообще будет все намертво. Так что не переживайте по этому поводу. Здесь тоже наискосок все обрезаем. Если вы волнуетесь, что у вас кончики пенечков вот беленькие, да, торчат, ничего страшного, просто возьмите, закрасьте эти кончики тем же раствором красящим, которым вы красили трубочки. Только внимательно, вот только кончики закрашивайте, потому что если на саму трубочку попадете, то есть вероятность, что она будет просто в этих местах темнее, и эти места будут заметны. Вот я показываю все подробно, потому что на самом деле просят очень многие показать подробно, да, то есть не разрезая, не вырезая процессы загибки от начала и до конца вообще, как это все происходит. Вот, я считаю, что любое изделие начинающий тоже может сплести, я считаю, что и эту подставочку тоже, и вот именно для начинающих и тех, у кого с загибками проблемы, я всегда стараюсь все подробно показать. Вот таким образом, смотрите, какая загибочка классная получилась. Эти пенечки я немножечко закрашу. Уже в конце видео вы увидите окончательный вариант и самого изделия, и этой загибочки. Можно вот так вот их немножечко туда заправить. Только опять же, это все нужно делать очень-очень аккуратно, да, вы понимаете. Все, смотрите, какая загибочка, очень похожа на розгу, но, конечно, не такая
идеальная как розга, но мне такая загибочка очень-очень нравится. Сейчас мы с вами приступим к плетению вот этой вот подставочки. Сейчас приступаем к плетению подставочки. Здесь нужно быть внимательным вот к этим стоечкам. Мы их оплетаем и следим, чтобы они были у нас ровно расположены, ровно оплетались. Сейчас они туда-сюда гуляют, но в процессе плетения мы за этим внимательно следим. 2 рабочие трубочки я вот таким вот образом нарастила вместе. И здесь еще есть момент, на который хочу обратить внимание. Вот у нас идет все вот так вот полукругом, да, и мы должны выпрямить немного вот это вот плетение, вот эти вот уголки, так, чтобы у нас плетение располагалось ровно, ну, для удобства. Я сейчас покажу, как я делаю, как я немного выпрямляю вот эти места. Значит, я рабочие трубочки располагаю вот таким вот образом. И верхней рабочей трубочкой я делаю вот такой вот виток. Как помните, мы делали и в треугольном донышке, и в прямоугольной корзиночке, да, на углах. Вот такой вот виток сделали. И вот сердечки мы с вами плели, тоже витки делали. Далее я проплетаю веревочкой в 2 трубочки до нашей следующей боковой стоечки. Я надеюсь, что вам видно этот процесс. Виден более-менее. Здесь я подтягиваю немножечко плетение. Вот так вот все у нас будет, но мне так просто корзину не поставить эту. Далее, смотрите, что я делаю. Вот эту вот я завожу вниз, причем завожу так и вывожу вот так вот наверх, чтобы боковую стоечку все-таки оставлять в прямом положении, чтобы тоже ее туда к себе не подтягивать. А вот этой вот верхней трубочкой я делаю виток вокруг боковой стоечки. 1 виток и 2. Вот таким вот образом. Ну и я могу это даже под эту стоечку. Вот. Смотрите, что у нас здесь получилось. Так, веревочкой в 2 трубочки плетем до следующей боковой. Здесь я просто выстраиваю вообще, чтобы это все ровненько было. И вот так вот делаем. И здесь поворачиваем уже рабочие трубочки просто обычным способом. Также вот как мы квадратное донышко плетем иногда, поворачивая трубочки рабочие на боковых стоечках. Также и здесь повернули и плетем дальше. Сейчас я наращу. Так, вот нарастила, смотрите. Повернула я на боковой стоечке. Плету дальше веревочкой в 2 трубочки. Вот таким вот образом. И вроде бы у нас здесь уже выравнивается наше плетение, но если у вас вообще очень такой большой круг, то сделайте еще виток. Хуже, я думаю, что не станет. Ну, это опять же все по ситуации вашей. Смотрите, все по вашему плетению обязательно, потому что бывает так, что даже если вы сделаете в точности, как и я, все равно точно так же у вас не будет. Вот, все равно у вас разные трубочки, там, да, разная форма для плетания и так далее, и так далее. Вот, здесь повернули также рабочие трубочки, немного подтянули и таким образом поехали дальше плести. Здесь уже все, процесс, в принципе, у нас понятен, да, как что происходит. Сейчас я посмотрю, вот у меня все равно формируется небольшой кружок. Но я думаю, что это ничего страшного. И обратите внимание, что стоечки у нас не должны расширяться вот так вот, да, а должны идти вот так вот. То есть вот у нас наша подставочка идет вот такое вот полотно. В общем, мы плетем полотно, как бы как прямоугольное донышко, только это будет в будущем наша подставочка. Мы ее будем формировать. Вот плетем вот таким вот образом дальше.
Я уже много проплела рядов, подставочка у нас почти закончена, осталось совсем чуть-чуть. Я ее изогнула, так как у нас в боковых трубочках проволока, мы помним, да, это сделать очень легко. И сейчас я померяю, как у нас стоит телефон на этой подставочке. Все очень хорошо стоит, в принципе, устойчиво достаточно. Это самое главное. Подставочку можно сделать и шире, но вот как есть, меня в принципе устраивает. Здесь можно сделать так, чтобы на подставочке телефон заряжался. У нас у телефона зарядка находится внизу, поэтому мы сейчас сделаем так, чтобы вот здесь вот у нас было отверстие. И я придумала один вариант, сейчас я вам его покажу. Я заканчиваю плетение, наверное, здесь закончу, и рабочие трубочки я буду сейчас убирать. Сделаю я это следующим образом. Одна у меня убирается вот сюда, другая вот сюда. В принципе, все то же самое, как я и убираю рабочие трубочки, ничего нового нет. То есть одна у меня идет в плетеные ряды, где-то 2 ряда. Вот сюда. Так, это все нужно подтянуть красивенько, чтобы получилось. И вторая трубочка у нас идет вот сюда. Вот здесь расширяем место. И вот сюда ее заводим. Вот так вот. Рабочие трубочки я убрала, сейчас буду продолжать плести, но немного по-другому. Делаю я это для того, чтобы, когда у меня телефон был на этой подставке, он смог еще и заряжаться одновременно. Здесь зарядка у телефона находится внизу, поэтому мне необходимо вот здесь вот сделать какое-то пространство, да, чтобы было для зарядки. Вот, поэтому я плетение немного буду изменять. Но если вам это ни к чему, и вы просто хотите эту подставку использовать под телефон, просто вот так положил и все, поставил и все, то вы не убираете рабочие трубочки, а продолжаете плести дальше до той высоты, которая вам нужна. Ну, там вы уже сами увидите, да, может быть, еще там ряда 3 проплетете, да, чтобы как-то телефон был более зафиксирован, хотя, в принципе, он и так более так хорошо зафиксирован. Ну что, давайте продолжим плести, посмотрим, что же получится. Здесь я вставила проволоку вот в эти трубочки, которые у меня были без проволоки. Итак, сейчас я буду плести по частям, то есть вот эту часть, потом проплету где-то вот до такой высоты, и потом все это опять буду соединять сплошняком. Вот эту трубочку я не обрезаю, она мне еще понадобится. Итак, дополнительную трубочку я вставляю вот, допустим, в это место. Сейчас буду плести как раз-таки вот эту часть. Дополнительная трубочка у меня ставится вот сюда. Допустим, можно даже с ПВА, но в принципе все так будет хорошо держаться. И она у меня уходит сюда. И я начинаю плести восьмеркой вот эти вот 2 трубочки, оплетая. Вот таким вот образом. Буду плести это все параллельно, естественно, да, вот как у меня здесь идет плетение прямо, не сужая, не расширяя ничего, а прямо. Таким вот образом. Ориентируюсь я на серединную трубочку мою по прямоте. Так, вот так вам будет, наверное, получше видно.
А здесь смотрите, вот эти трубочки у меня скоро закончатся, и в этом ничего страшного нет. Мы их будем продолжать. Я сейчас покажу, как я это делаю. Я просто беру трубочку, вставляю вот в проволоку. Тут у меня осталась проволока. И вот так вот ее подкручиваю, подкручиваю. И она надевается как раз на этот конец. То есть у меня здесь конец трубочки, здесь у меня начало. И вот эта трубочка прямо на скрутку вот так вот надевается, подворачивается. Все. Здесь то же самое делаю. Для начала выпрямить нужно нашу проволоку, чтобы хорошо все вошло. И поехали. Вот так. Хоба-хоба. Я продолжаю плести. Где-то мне нужно, ну, сейчас скажу, где-то рядов, может быть, 10 проплести хочу. Ну, вот таких вот, да, восьмерочек, 10 штучек. И параллельно я буду плести еще и вот эту сторону. И когда все доплету, с одной стороны 10 и с другой стороны 10, то я включусь, буду показывать, что дальше я буду делать. А здесь, когда я буду вот эту часть плести, здесь то же самое. То есть трубочка у меня идет, наращивается, туда вставляется, да, и потом вот то же самое, только зеркально буду плести с этой стороны. У меня получилась вот такая вот интересная конструкция. Здесь получилось у меня 14 витков, здесь 15. Ну, один виток я сделала для того, чтобы как-то все было ровненько. Вот тут как раз-таки немножко снижение было, так что я это все дело исправила. Сейчас я буду соединять вот эти две моих стороны и проплетать уже веревочкой в две трубочки, где-то, может быть, ряда 4 проплету. Сейчас посмотрю, что будет получаться. Для этого я никакие вот эти вот рабочие трубочки не убираю. У меня получается так: одна идет за эту, потом она идет вот за эту. Здесь я наращиваю. Так, нарастила. И получается у нас за эту. И дальше они у нас поворачивают обратно. Но все то же самое, как и здесь, да, мы делаем. Только вот просто соединили две вот этих трубочки вместе. И все, и у нас пошла веревочка в две трубочки. Вот эту вот мы оплетаем. Эту. Вот что у нас получается. С обратной стороны давайте посмотрим. Ага, с обратной стороны именно вот так вот, да, у нас все идет. Так. Здесь то же самое, доплетаем, поворачиваем. Проплету таким образом ряда 4, я думаю. Ряда 4 включусь, покажу, что у меня получается на данном этапе. Хватит ли мне этого, еще посмотрю. Я тут делала примерку моей конструкции, пришлось обрезать вот эту серединную стоечку для того, чтобы мне было более понятно, что тут происходит. Сейчас я уже практически все закончила, мне осталось убрать рабочие трубочки. Обратите внимание, что наращивание я делала вот на этой стороне, потому что все это спрячется, и эта сторона будет не видна, а вот это как раз будет лицевая сторона. Сейчас буду убирать рабочие трубочки, причем вот эту трубочку я просто подрезаю, клею здесь ПВА и ее подрезаю. Не буду я ее никуда прятать, убирать, тем более все это будет не видно. А вот эту трубочку, причем подрезаю я так, чтобы она была чуть поменьше боковой стоечки, на миллиметр где-то. Вот иногда вот такие вот размеры, они прям играют роль, там миллиметр или полмиллиметра. А вот этой трубочкой я вот это все закрываю. И можно ее вот куда-нибудь сюда, вот сюда вот, ее протиснуть. Давайте попробуем, что будет получаться.
на камеру сделать сложно, но мы постараемся. Вот она сюда протискивается, и эту трубочку она закрывает вообще. То есть даже у нас и на изнаночной стороне вообще ничего не видно. Смотрите, просто супер, да? Вот, это я делаю для того, чтобы у нас и здесь высота, и здесь была одинаковой. Ну и здесь прямо под корешок вот так подрезаем. Смотрите, какая красота получилась. Далее я оставляю только боковые трубочки, эти все подрезаю. Тут у нас с проволокой еще оказывается. Вот, все это подрезаю. Ну, это все у нас спрячется, ничего не будет видно. Вот, и сейчас будем нашу конструкцию собирать. Ох, и намудрила я, конечно, но что делать? Пожелание есть пожелание. Итак, показываю почти окончательный вариант подставочки. Я вот эти стоечки все подрезала под нолик и сложила ее вот таким вот образом. То есть здесь у нас отверстие для зарядки. Правда, за камерой она у меня сложилась лучше, ну ладно. У нас еще будет тут этап грунтовки, лакировки, поэтому при грунтовке я еще больше это все укреплю. Давайте посмотрим, как эта конструкция в деле у нас. Смотрите, все очень хорошо. То есть телефончик у нас встает на подставочку, здесь у нас отверстие для зарядки. Очень все хорошо. И самое главное, то, что не перетягивает ничего. То есть вот когда телефон встает на подставочку, у нас корзина не поднимается вот сюда. Да, все очень устойчиво. Сюда можно зарядочки, там дополнительные аксессуары для телефона положить. Все отлично. Итак, грунтую, лакирую и показываю уже окончательный вариант изделия. Друзья, рада показать вам окончательный вариант нашей чудесной подставки. Она полностью готова. Я ее прогрунтовала в один слой, покрыла лаком в 2 слоя. И за счет того, что у нас здесь в стоечках вложена проволока, она получилась супер прочной. Телефон на нее встает просто шикарно, все хорошо держится, фиксируется отлично. И за счет того, что телефон можно одновременно и ставить на подставку, и его заряжать, вот здесь зарядка входит идеально, эта конструкция получается очень удобной в использовании. Кстати, проверяла я эту подставку на прочность еще и тем, что ставила на нее планшет. Тоже очень все хорошо держится. Единственное, что, конечно, подставочка это не для планшета, тут немного шире нужно, получается, сплести. Но тем не менее, планшет тоже очень хорошо стоит на ней. Ничего не перетягивается. Сюда можно положить всякие провода, зарядные устройства, еще что-нибудь, какие-то аксессуары для телефона или для планшета. Такая подставка будет идеальным подарком вашему мужчине на 23 февраля. Удобно, стильно и, главное, сделано с любовью вашими руками. А если добавить этот милый бантик, то будет очень интересно смотреться. На мой взгляд, получился настоящий стильный мужской подарок. Да, хочу отметить интересную деталь, что в данном кадре цвет у подставочки не искажается, он такой, какой он есть в реальности. Такой зелено-болотный цвет получился интересный. Я очень надеюсь, что данный мастер-класс вам понравился и оказался полезен. Обязательно ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в соцсетях. Это лучшая для меня поддержка. Пишите о ваших успехах в комментариях, да и просто оставляйте свои отзывы, предложения, комментарии. Мне будет очень интересно почитать, и я всегда рада вашим успехам. Легкого плетения, отличного настроения и успешной подготовки к праздникам, друзья! Всем до скорого, пока-пока, увидимся в следующих видео и трансляциях.